Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на первую половину месяца апреля. Расклад с 1 по 15 апреля для Козерогов. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду вам очень за это признательна. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает вас, соответственно, в этот отрезок времени, какие события для вас будут наиболее существенными, может быть, на которые нужно будет обратить внимание. Итак, первая карта, которая у вас выпадает, это девятка мечей. Ну, девятка мечей, да, такая не самая позитивная карта, выпадает она у вас первой. Какой-то стресс, возможно, вы испытываете, либо вы себя измотали, может быть, слишком много о чем-то думаете и ставите вокруг себя определенные ограничения, какие-то рамки. Может быть, вы рассматриваете события в худшем свете, видите какую-то худшую перспективу, то есть вот что-то такое негативное нагнетаете у себя. И, ну, вот такая вот какая-то, ну, прям не позитивная карта у вас первая. Ну, дальше туз кубков. Прекрасно. Туз кубков, начало нового пути, очень хорошего, возможно, таящего очень много эмоциональных каких-то открытий для вас, удовлетворения эмоционального. То есть карта очень хорошая. Давайте мы дальше рассмотрим, что здесь рядышком с ними выпадет, чтобы больше разобраться. Но здесь либо эмоциональное обновление в уже существующей ситуации романтической, либо какой-то вопрос улучшение, там, допустим, в плане работы здесь может иметься, потому что все-таки туз начало, улучшение, хорошие эмоции, но рядом пятерка мечей, победа любой ценой, которую вы пытаетесь добиться. Может быть, вы здесь, вот знаете, возможно, готовы использовать любые средства, которые вы считаете необходимыми для победы, для достижения своей цели. И в конечном итоге это достижение может вам очень дорого обойтись, потому что в итоге это может привести к тому, что вы окажетесь как будто бы на обочине, да, как будто бы вне какого-то социума или играя вне правил, как будто бы будете осуждены потом этим социумом, да, за то, что вы неправильно поступаете. То есть нужно в любом случае здесь быть осторожнее. Пятерка мечей такая не самая позитивная, нужно разобраться, стоит ли то, что вы делаете, вот этих жертв, да, или этих денег, или этих действий, которые вы предпринимаете, потому что потом впоследствии эта ситуация может изолировать вас от других людей, как будто бы ограничить, в какую-то клетку такую вогнать. И еще одни мечи, двойка мечей, которая у вас есть, двойка мечей. Ну да, нерешительность. Вы застряли в нерешительности, колебания есть определенные. Возможно, вам нужно принять трудное для вас решение, и вы не хотите его принимать или очень неохотно его принимаете, то есть сопротивляетесь этому решению. Возможно, здесь вы думаете о каких-то моральных или этических принципах, думаете, стоит или не стоит это делать, соответственно, насколько это решение правильно. То есть вы здесь испытываете трудности в принятии решений. Опять-таки, девятка мечей, рассматриваете все в каком-то негативном ключе и не хотите, возможно, следовать пути, которые наиболее подходящие для вас, наиболее справедливые или наиболее для вас вот такой правильный был бы, да, или более счастливый. Ну, то есть вы начинаете себя накручивать и думать, да, и как-то сбивать себя сами с пути, с верного пути, потому что накручиваете себя, думаете о чем-то негативном, и как будто бы думаете, что вы в тупике. Да? То есть вам нужно не колебаться, нужно принять решение, но при этом стараться здесь очень трезво мыслить, когда вы это самое решение принимаете. И касаться это может чего угодно, хоть отношений, хоть карьеры, потому что это общий расклад. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Правосудие. Ну да, опять-таки справедливость, двойка кубков, двойка, два варианта. Возможно, здесь речь о том, что вам нужно вот решение, которое вам нужно принять, да, двойка мечей, вот эта ситуация такого перекрестка, на котором вы находитесь по правосудию. Могут возникать конфликты с окружающими, когда вы выясняете здесь отношения. Для вас отношения играют первостепенную роль, главную роль. То есть какие-то тесные отношения или партнерские связи для вас будут особенно важны. Это может быть и романтические связи, и какие-то рабочие отношения. Но в любом случае здесь это вот, да, эта ситуация двойка кубков и двойка мечей. Она связана с выбором. И с картой правосудия здесь вам нужно поступать справедливо, по совести,
вести, руководствуясь опять-таки какими-то этическими нормами, соответственно. То есть, но вам, может быть, это достаточно непросто почему-то по правосудию. Вы считаете, что что-то несправедливое или возникают из-за этого какие-то конфликты, распри с окружающими. То есть, да, но вам нужно следовать верховенству закона, вам нужно идти по правильному пути, поступать справедливо, поступать честно, ну вот, да, правильно поступать, правильно. И я думаю, что вам может мешать предпринять какие-либо действия, возможно, да, опять-таки ваше ощущение страха, вот эта нерешительность, вы не знаете, как лучше поступить или как правильно сделать, да, потому что вы думаете, если я сделаю так, то может произойти там что-то плохое, или если я поступлю так, то может произойти еще там что-то другое, соответственно. То есть вы боитесь сталкиваться с какими-то негативными последствиями этого вашего решения. И вы как будто хотите избежать этой ответственности, не хотите принимать это решение, поэтому не торопитесь его принимать, как будто бы оттягиваете это событие как можно дальше, да, на будущее. Но, тем не менее, здесь в любом случае для того, чтобы двигаться по этому новому пути, по тузу кубков, вам действительно нужно это решение принять. Хочется вам этого или нет, но в любом случае вам приходится здесь с этой ситуацией сталкиваться. И но в любом случае, да, это имеет место здесь быть. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть. Здесь карта короля жезлов, есть карта шестерка мечей. И, собственно, король жезлов, карта огненной стихии. Возможно, речь идет про огненный знак зодиака. Это лев, овен или стрелец. Может быть, вы такие здесь стихии, вернее, качества такой стихии проявляете по королю жезлов. И шестерка мечей тут же, да, шестерка мечей. Возможно, вы здесь пытаетесь, шестерка мечей, что-то поменять, да, в своей жизни. То есть, опять-таки, это перемены, которые для вас могут быть значимы. Для кого-то это даже какие-то вопросы, связанные с, не знаю, с переездом, с какими-то вот такими вещами. Но вы должны здесь проявить инициативу, вы должны взять ситуацию под свой контроль. То есть не находиться в каком-то хаосе, а постараться структурировать то, что вы делаете, какие решения принимаете. И вам здесь в любом случае нужно будет по шестерке мечей разобраться во всех интересующих вас вопросах, разобраться и расставить все точки над «и» перед тем, как важное решение принимать. И в конце концов, да, брать ответственность за свои действия, то есть убрать нерешительность и, да, вот принять это решение. То есть ну вот как будто бы не бояться столкнуться с последствиями в ближайшем будущем ваших решений, то есть действовать смело здесь, действовать структурированно и не бояться, соответственно, вот каких-то перемен, потому что шестерка мечей — это перемены, это изменения в вашей жизни. Башня. Возможно, действительно что-то нужно разрушить, чтобы начать этот новый путь по тузу кубков. И карта туза мечей, еще один туз. Туз, по сути. Да, но туз — это ясно и четко мыслить, видеть картину ясно, истину видеть ясно по тузу мечей и найти выход из какой-то запутанной, сложной для вас ситуации, из этого лабиринта, который изображен на этой карте туза мечей. Вам здесь, возможно, нужно будет прямо вот по карте башня что-то разрушить или что-то поменять кардинально, что-то вот как снести. Знаете, когда разрушают старый дом, оставляют только основания для того, чтобы на этом месте построить что-то новое. То есть у вас возникает мысль по тузу мечей вдруг внезапно, что нужно что-то оставить позади, разрушить и создать нечто новое, лучшее здесь. По этим двум тузам, которые здесь есть, и начать этот новый путь, потому что это будет вашей возможностью начать вашу жизнь наполнять как будто бы новыми красками, новыми эмоциями. И да, возможно, для этого вам придется от чего-то отказаться и что-то отпустить. И для вас это будет такой переменой, но переменой скорее к лучшему, потому что шестерка мечей тоже здесь, она показывает уход от худшей ситуации, более тревожной ситуации к чему-то лучшему. То есть перестроиться и поменять в своей жизни нечто, чтобы измениться к лучшему. То есть такой контролируемый снос чего-то негативного, что у вас здесь происходит. Снести то, что вам не подходит, что вам больше не служит по карте башня. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Смерть, кстати, тоже, да? Башня, смерть. То есть они перекликаются.
приблизительно, да, тоже трансформация, которая происходит внутри вас, когда по карте башня что-то разрушается, и по карте девятка мечей тоже. Вот вы, находясь в таком состоянии, здесь ограничений, каких-то мыслей негативных, которые у вас есть постоянно в голове, и вы думаете об этом, да, и пятерка мечей тоже, да, то есть вот это ощущение, что вы можете проиграть в чем-то, и вы боитесь проиграть, вы боитесь поражения, боитесь неудачи, боитесь быть осмеянными за там свою неудачу или какие-то свои ошибочные действия или ошибочное решение. То есть вы боитесь этого решения, потому что еще боитесь, что другие будут вас осуждать или будут с вами конфликтовать, или будут как-то с вами не согласны в другой мере. И по карте смерть это все, оно приводит к какой-то трансформации в вас самих, когда в вас меняется ваше мироощущение, ваше отношение к людям, отношение к себе в конце концов. И вы уходите от той старой модели поведения и того, что у вас было раньше, и как вы жили раньше, как вы думали раньше, к чему-то совершенно новому по карте смерть. То есть вы оставляете позади что-то, что вам не подходило. Да? Да, вы можете испытывать по этому поводу грусть, вы можете печалиться из-за того, что что-то вам приходится опять-таки оставлять, как будто бы позади. Но это такая необходимая здесь мера, и ничего в этом такого страшного нет. Вот семерка пентаклей тут также, по сути. Но в целом семерка пентаклей или семерка мечей, да, которая здесь есть, а семерка пентаклей, карта шестерка пентаклей. Ну, давайте подумаем в целом. Семерка пентаклей. Семерка пентаклей — карта попытки оценить ситуацию, да, сколько уже сделано, сколько уже внесено, соответственно, ваших усилий здесь. И вместе с картой смерть, возможно, да, понимание, что чему-то все-таки должен прийти конец, что-то должно завершиться, да, потому что что-то не дало тот результат, на который вы рассчитывали, да, потому что, ну, может быть, вы просто переросли какую-то ситуацию, да, может быть, там, не знаю, какую-то работу, какую-то должность, на которой вы, ну, не получаете того роста, который хотели бы, к примеру. Понимаете, что-то нужно оставить, нужно от этого уйти. Тоже такое понимание, может быть, разрушить какие-то партнерские, там, рабочие отношения. Тоже такой вариант, как бы может быть, если вы чувствуете, что вы не реализовываетесь на этом рабочем месте. То есть отрезать то, что вам больше не подходит, отказаться от этого, по тузу мечей отсечь, избавиться. Да, может быть, даже как будто отказаться от старой версии себя и своих взглядов, потому что, ну, вот они как будто бы не рабочие, чтобы двигаться вперед, двигаться дальше, соответственно, и здесь с этой шестеркой пентаклей, то есть прийти к какому-то балансу между отдачей и получением. Возможно, вы здесь думаете о том, что вам следует быть более открытым для получения каких-то возможностей, которые вам здесь даются в этот период времени. Да, и, собственно, вы готовы за эти шансы, эти по шестерке мечей, какие-то удачные предложения, возможности ухватиться, когда вы их вовремя замечаете. И выбираете таким образом правильный путь по тузу кубков. Новое начало, которое будет более наполненным, более эмоциональным, более красочным. То есть у вас в целом хороший расклад, хоть и первые карты такие у вас не самые позитивные, козероги. Но в любом случае я с таким раскладом вас поздравляю, считаю его достаточно неплохим, достаточно оптимистичным, несмотря на вот эти старшие арканы негативные, которые здесь есть, но основной вот ключевой такой вот основной, да, как бы основной темой все-таки является позитивные изменения, поэтому я думаю, что этот расклад во благо вам. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, буду очень признательна вам за такую обратную связь, постараюсь ответить на ваши сообщения. До скорого!